Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня скажу, что если вы поставите лайк нашему видео, то это будет приятно не только мне, но и героям нашего сегодняшнего видео. Потому что, как вы видели по нашему инстаграму, я побывал в кругу удивительной семьи. И это семья нашего Алтына Агаса Биржана Сериковича и его прекрасной супруги, восхитительной Светланы Мукашевны. И представляете, мне посчастливилось поприсутствовать по особому случаю. Так случилось, что я побывал на праздновании дня рождения их сына, которого можно считать наследником династии, так как он является руководителем бизнес-империи Тоймарт, которая была создана его родителями. Достанца Биржанович молодой и амбициозный человек с большим будущим, и я уверен, что все хорошее, что запланировала для него судьба, непременно сбудется. Но вообще самое главное, это то, что я был впечатлен, насколько это дружная, интеллектуальная и невероятно интеллигентная и образованная семья. Я много общаюсь с казахами, у меня очень много друзей, с которыми я регулярно общаюсь, очень много самых разных людей из самых разных сфер жизни. И меня всегда впечатляет то, какие отношения царят внутри казахской семьи, какая гармония сохраняется в то время, когда вокруг весь мир бушует, шумит. Это, вы знаете, как маленькая, спокойная бухта в бескрайнем океане, где каждый член семьи чувствует себя комфортно и может быть уверен в том, что его тут примут, поймут и окутают заботой и теплотой. Именно такая атмосфера любви, счастья, доверия и благодарности друг к другу должна царить в каждой семье и в каждом доме. Поэтому я считаю, что семья Биржана Сериковича и Светланы Мукашевны является эталоном идеальных отношений. И я горд, что сегодня хоть ненадолго, но смог присутствовать и запечатлеть частичку этой удивительной атмосферы. Почему именно сегодня я хотел бы затронуть тему семьи? Я хочу с вами поговорить об этом, потому что сегодня институт семьи разрушается. Сегодня во всех странах очень много разводов, очень много разбитых семей, разрушенных судеб. Внутри многих семей царит недопонимание. И я думаю, что если мы будем показывать пример того, как это должно быть, может быть, есть небольшой шанс, что мы сможем как-то повлиять на будущее нашего мира, поможем сохранить традиции семейного счастья. Но начну я издалека, потому что много деталей вы должны знать, чтобы понять, как я вообще попал в чужую семью, да еще и во время такого события, как день рождения. И может быть это поможет понять на примере нашего Алтына Ага и прекрасной Тате, как им уже удается столько лет сохранять свою семью в такой прекрасной форме. Вообще для меня тема Казахстана стала интересной после 2017 года, когда Димаш появился на горизонте. Тогда я увидел в интернете его выступление с песней SOS в Китае. И я был настолько впечатлен, что затем каждое его появление ждал с огромным интересом. Но самое главное, это то, что я начал изучать феномен Димаша, который потом привел меня к феномену казахов и феномену Казахстана. Конечно, тот, кто давно следит за нашим каналом, уже в курсе этого, но я знаю, что сейчас у нас на канале много тех, кто только недавно присоединился. Даже знаю, что некоторые пока что еще даже не успели подписаться на канал. Поэтому сейчас я буду рад, если вы это сделаете. Но давайте продолжим тему семьи. В процессе знакомства с Казахстаном я все больше и больше узнавал о семейных традициях, в том числе на примере Димаша. Дело в том, что семья Димаша Кудайбергена тоже является собой пример идеальных отношений между родственниками. Гармония, которая сопровождает Димаша, созданная его старшими родителями и Канатом Кудайбергеновичем вместе со Светланой Ермековной, прекрасным образом раскрывает феномен казахских семейных традиций. Конечно, о семье Димаша Кудайбергена можно очень долго рассказывать, но сегодня я его затрону только косвенно, и его семью тоже, хотя он сам имеет прямое отношение к моей жизни. Именно он познакомил меня с Биржаном Сериковичем и Светланой Мукашевной. Если Димаш сейчас смотрит, наверное, он сильно удивлен, я думаю, что он сам не в курсе, но это факт. Во время фестиваля «Новая волна», который проходил в Сочи в 2021 году, Димаш принимал участие как член жюри или как приглашенный гость. Мы же, как поклонники Димаша и Казахстана, поехали туда, чтобы осветить мероприятие и поддержать наших друзей из группы Metso. И вот в один из первых же дней, прямо у арены, на которой проводился фестиваль, ко мне подошла очень милая пара из Казахстана. Мы познакомились, разговорились, и вы, наверное, уже поняли, что это оказались Биржан Серикович и Светлана Мукашевна. Да, они любят хорошую музыку, если есть такая возможность, они часто путешествуют за Димашем. В общем, так случилось, что за время фестиваля мы подружились, причем не только мы, но и наши зрители, Биржан Серикович и Светлана Мукашевна, полюбились подписчикам Алга Петербург. Их открытость, честность и добросердечность впечатлили зрителей со всего мира. Ведь наш канал смотрят зрители почти из 100 стран мира, и мы получили сотни комментариев не только из Казахстана, но и со всего мира. Латинская Америка, Европа, даже Австралия полюбили эту удивительную
замечательную пару. Но самое интересное, что Сабыржан Серикович пригласил нас в гости в Казахстан. Я помню наш разговор, как сейчас. И Сабыржан Серикович тогда предупредил: лучше не берите билеты обратно. И хорошо, что я тогда послушал его совет, и запланированный 10-дневный визит мы удлинили до 2 месяцев. Ну а с легкой руки нашего Алтын-ага нас в Казахстане ждала череда удивительных событий, масса удивительных знакомств, и многие из которых стали настолько удивительными, что иногда я просто не верил своим глазам, ведь я познакомился даже с некоторыми героями своих фильмов о феномене казахов с глазу на глаз, а с некоторыми великими личностями я, честно говоря, даже не мечтал когда-нибудь встретиться. Ну и, конечно, во время визита у меня предоставился шанс познакомиться поближе с семьей Сабыржана Сериковича, хотя это было в рамках такого, можно сказать, официального визита, но все же уже тогда я почувствовал, что внутри этой удивительной династии правит гармония особых ценностей, которые каждый член семьи бережно хранит и заботится о том, чтобы сохранить эту частичку счастья в суматохе повседневной жизни. И так вот мы подбираемся к самому интересному. Сейчас вот я живу в Алании, это Турция, город на берегу Средиземного моря, и тут мне поступает звонок от Сабыржана Сериковича. Дело в том, что его сын Дастан празднует свой день рождения буквально в 100 километрах от меня, и Сабыржан Серикович рассказал мне, что хочет сделать ему сюрприз. Хочет вместе с восхитительной Светланой Мукашевной неожиданно приехать и поздравить его таким образом с днем рождения. Друзья, дело в том, что сейчас я направляюсь в город Анталию. Мои друзья, даже, наверное, надо сказать, что я вообще отношусь к ним как к родственникам, к очень близким людям. Это люди, благодаря которым я вообще, в принципе, познакомился с Алматой. Я попал в Алмату только по приглашению Сабыржана Сериковича и Светланы Мукашевны. Я живу в Алании, это в 100 километрах, буквально в 100 километрах от Анталии. И Сабыржан Серикович вместе со Светланой Мукашевной хотят сделать сюрприз. Я все это держал в секрете. Прямо вот только сейчас уже могу вам рассказывать, хотя вы знаете, что в Инстаграме я всегда делюсь с вами тем, чем занимаюсь, делюсь своими планами. С таким предвкушением, немного с адреналином ожидаю встречи с семьей Сабыржана Сериковича, потому что мы очень давно не виделись. Я с таким теплом вспоминаю нашу первую встречу, что меня сразу вот лицо растягивается в улыбке, когда я думаю о нашем Алтын-ага. О, какая удачная. Как так встреча? Слушайте, я только камеру включаю и сразу вас встречаю. День рождения у моего датчика, Дастана, 35 лет, юбилей. И вот мы собрались в нашей Прилетели семье. с сюрпризом. Он улетел 20-го, мы сегодня прилетели. Да. Он не знал, расплакался. А слезы радости были у сына и у мамы. Вот такая хорошая встреча. Вот старший сын с семьей, дочь с семьей. И вот 3-4 семьи мы собрались в Анталии. Я вообще удивляюсь, представляете, конечно, Сабыржан Серикович и Светлана Мукашевна очень молоды душой, очень жизнерадостные, счастливые люди, но все равно вот так вот взять, отправиться в перелет, это очень, довольно тяжело, это серьезная нагрузка, но самое главное, это же надо еще так сделать, чтобы никто не узнал, чтобы сюрприз получился. И вот когда мы общались в Алматы с Сабыржаном Сериковичем, он говорил о том, что для того, чтобы в семье сохранялись счастье и любовь, иногда надо жертвовать чем-то. Это может быть работа, это может быть отдых, это может быть что угодно. Но самое главное, что сохранить счастье внутри семьи, это большая работа. И важно, чтобы каждый участник внутри себя тоже делал эту жертву и трудился не только ради себя, но и ради своих близких. И я это почувствовал уже вечером за Дастарханом, когда каждому за столом была предоставлена возможность высказаться. И, честно говоря, для меня был это первый казахский день рождения, и тем более в таком тесном семейном кругу, и я был просто поражен теми словами, которые я услышал. К сожалению, из-за громкой музыки, которая тогда играла в ресторане, не могу порадовать вас тостами, которые звучали в этот вечер. Но вы можете поверить мне, я же вас никогда не обманывал. Каждый тост, каждая речь – это произведение искусства. Настолько грамотная, красивая речь, богатая, красивые добрые слова, которые на самом деле
несколько раз до самой глубины души доходили. И я также обратил внимание, насколько приятно было находиться в этом моменте не только мне, но и всем присутствующим. И это было видно во всем. Я видел, как между собой общаются родители, дети, внуки. И вот сейчас, когда Димаш берет с собой своих старших родителей, я начинаю понимать, что чувствуют бабушки Димаша. Потому что, когда я смотрел на счастливые лица Сабыржана Сериковича и Светланы Мукашевны, я представлял себя на их месте и понимал, как это важно, чтобы дети старались оправдать ожидания родителей. Ведь главное в жизни любых родителей – это чтобы их жизни были наполнены радостью и удовлетворением за то, что у них получилось что-то сделать, воспитать хороших детей, которые могут прожить достойную жизнь. Ну а дети, в свою очередь, тоже чувствуют свое уже другое удовольствие, что смогли своим трудом оправдать ожидания родителей, что смогли дать возможность гордиться собой, чтобы родители могли сказать: смотрите, это мой ребенок, а дети, наоборот, могли сказать: смотрите, это мы, мама и папа. И вот такая вот взаимосвязь рождает внутри семьи взаимную благодарность и желание помогать друг другу дальше. Помогает каждому члену семьи стараться не ради себя, а ради близких вокруг. Лично для меня это отличный пример, и я надеюсь, что сегодняшнее видео и вам поможет по-новому взглянуть на то, как нужно относиться к людям, которые окружают вашу жизнь. Ведь семья – это самое ценное, что у нас есть. И пример семьи Сабыржана Сериковича, быть может, и нам с вами поможет немного хотя бы по-другому взглянуть и на наши семьи. Так что, друзья, надеюсь, что мое сегодняшнее видео заставит вас задуматься и, может быть, уже сегодня что-то сделать хорошее для ваших близких. Не надо делать что-то особенное, можно просто позвонить им и сказать о том, что вы их любите. А на этом, наверное, буду с вами прощаться. Это все, что я хотел вам сегодня сказать. Друзья, любите и цените своих близких, дайте им тоже возможность наслаждаться жизнью. Всем пока! Thank you.